Привет, друзья! Этот шедевр из капусты покорит вас с первого кусочка, ведь он уже покорил весь мир. Капуста вкуснее мяса и лучше, чем пицца. Буду готовить все лето. Сохраните рецепт, чтобы не потерять, и делитесь с друзьями. Беру половинку среднего кочана капусты и тонко нарезаю, шинкую при помощи ножа. Вы можете воспользоваться шинковкой для капусты, если вам так будет удобнее. Перекладываю капусту в миску, заливаю кипятком и оставляю буквально на 5 минут, чтобы капуста немного обмякла. Мы не будем ее варить, и поэтому капуста сохранит все витамины и всю пользу. Одну крупную картофелину тру на крупной терке. Картошка в этом рецепте придаст еще больше сытости и интересный вкус нашей капустной пиццы. Капусту откидываю на дуршлаг и хорошенько сливаю воду. Можно немного отжать капусту руками, чтобы в ней не было лишней влаги. Добавляю к капусте 3 яйца. А тертый картофель хорошо отжимаю, чтобы тоже убрать из него лишнюю влагу. Отправляю картошку к капусте и приправляю специями по вкусу. Специи берите любые, у меня щепотка итальянских трав, сушеный чеснок, а также соль и черный молотый перец. Друзья, я буду очень рада, если вы поделитесь этим рецептом с вашими друзьями. Небольшой пучок зеленого лука мелко нарезаю. Сейчас зеленый лук свежий, сочный, а также в нем много витаминов, и я часто добавляю его в овощные и мясные блюда. Отправляю лук к капусте и все хорошо перемешиваю. Ставлю разогреваться сковородку. Отправляю кусочек сливочного масла, у меня вместо сливочного топленое. Также вы можете жарить на растительном масле. Выкладываю капусту с яйцами и вот так вот разравниваю, чтобы получилась красивая ровная лепешка. Готовлю под крышкой в течение 10-15 минут, друзья, на маленьком огне, чтобы ничего не подгорело. Тем временем натираю кусочек сыра, грамм 50-60 будет в самый раз. И нарезаю кружочками 1 помидор. Наша пицца из капусты уже почти готова. Накрываю сверху тарелкой и аккуратно переворачиваю. Отправляю пиццу обратно на сковородку. Сверху смазываю кетчупом или томатным соусом. Буквально 1-2 столовых ложки будет достаточно. Такой вкусный, быстрый и полезный рецепт из капусты, я уверена, понравится всей вашей семье. Посыпаю тертым сыром. Сверху кладу кружки помидоров. Такую пиццу из капусты можно приготовить на завтрак, обед и на ужин. Вы сами видите, как быстро и просто она готовится. Я немного подсолила помидоры и сверху еще можно посыпать сыром. Накрываю крышкой и готовлю еще 5 минут до расплавления сыра. Посмотрите, какая вкуснятина у нас получилась. Друзья, обязательно приготовьте, я очень рекомендую, потому что это очень вкусно. Просто уверена и не сомневаюсь, что этот рецепт станет вашим любимым, и вы будете готовить его все лето. Очень вкусно и в горячем, и в холодном виде. Если приготовите с вечера, утром можно просто разогреть на сковороде или в микроволновке, и вот быстрый вкусный завтрак уже готов. Также можете взять с собой в качестве собойки, тоже прекрасный перекус в любое время дня. И даже ночью вы можете, не стесняясь, скушать кусочек такой пиццы и не бояться, что поправитесь к лету. Друзья, благодарю вас, что провели это время вместе со мной. Я рада видеть каждого из вас. Приятного аппетита! Жду вас в моем новом вкусном видео. Пока-пока!